Туркменистан, с одной стороны, я говорю, союзник в первую очередь Китая, с другой стороны, Китай, поскольку он хочет долгосрочного сотрудничества, мечтал бы, наверное, о более стабильном Туркменистане. Просто то, что есть, то есть. Насчет сотрудничества Туркмении с соседями, ну, вы знаете, просто как сам стиль управления туркменского, он, в общем, к долгосрочному сотрудничеству с соседями не ведет. Я не хочу никого обидеть, в том числе и туркменское руководство, да, но это факт. Что касается Узбекистана и Казахстана, то это традиционное, многолетнее, идущее как минимум с советского времени соревнование, кто является ключевой страной Центральной Азии. Да, вот как между Белоруссией и Украиной было соревнование в европейской части Советского Союза, так и здесь есть соревнования. Если вы посмотрите, то очень много аналитических вещей, которые пишутся в двух этих странах, пишутся по принципу «а как у них?». Да? Казахстан сравнивает себя с Узбекистаном, Узбекистан с Казахстаном по разным направлениям. Это не приводит к таким конфликтам, как между Украиной и Россией. Да? Это не противоречие войны. Но соревнования все время присутствуют. И поэтому сотрудничество есть, но все-таки каждый в этом сотрудничестве ищет свою позицию, позицию лидера. Да? И действительно именно эти две страны могут быть внутренними лидерами макрорегиона. Никто другой из 5 названных, он просто с этой функцией справиться не способен. Да? Киргизия сегодня также ориентирована одновременно не на соседей, да, а на Россию и на Китай. Другой вопрос, как ей удастся разбежаться сразу в две стороны, это другая тема, более сложная. Но сегодня это так. Да? Если вы в Бишкеке, вы увидите, что там практически все товары китайские, с одной стороны. С другой стороны, Киргизия всерьез ставит на вот это наше новое сотрудничество. Понятно, что отчасти по необходимости, потому что больше надо на что-то ставить. Но это, опять же, не межрегиональное, к сожалению, да, сотрудничество. Внутрирегиональные связи существуют, они существуют многое время, но они, к сожалению, не играют столь существенной роли, как взаимодействие с двумя гигантами, какими являются Россия и Китай. Потому что ни Япония, ни США экономически играть в Центральной Азии им просто не сильно интересно. То есть они, может, и поиграют, но влияние это не произведет. Таджикистан, у него внутренние проблемы главные, да? Они никуда не делись, причем они не столько политические, сколько социальные. И эти социальные проблемы не снимаются, они остаются. А поэтому здесь очень похожая на Туркмению ситуация. Мы готовы сотрудничать со всеми, но давайте четко определиться, что вы нам за это дадите. Да? Эта позиция необходимая. Я, опять же, не хочу обидеть таджикское руководство. Наверное, на их месте так повел себя каждый. Но понятно, что, напоминаю, что в свое время мы с Таджикистаном проводили несколько раундов переговоров по экономическому сотрудничеству, каждый из которых заканчивался началом следующего. Да? Поэтому не в обиду нашим таджикским товарищам, это не их вина, но стабильно договориться с ними сложно, просто потому что сама ситуация сложная. Да? В результате союз можно найти один российско-казахско-киргизский, тот, который мы видели в Астане, да? Другой, наверное, может быть узбекско-турецко-американский, но нигде мы не найдем... Вы заметите, что нет никакой организации центральноазиатской. Без России, там, без США, без кого-то, без Китая. А есть всегда организации, в которых страны Центральной Азии участвуют, но в рамках более широких объединений. Да? Это не случайность. Да? Это не значит, что нет региональных связей. Это значит, что они не являются определяющими, к сожалению, сегодня. Это в действительности плохо и с экономической, и с социальной точки зрения. Потому что макрорегион устойчивее, когда есть внутренние связи. Проще говоря, если у вас в доме много лестниц, это лучше, чем когда она у вас одна. Да? Вам легче будет из него выйти, легче будет в него войти. Но сегодня это не так. Сегодня каждая из стран в большей степени смотрит вовне макрорегиона, чем внутри его. Да? Кроме, может быть, Узбекистана и Казахстана, потому что они рассматривают себя как лидеры именно макрорегиона. Все остальные больше ищут поддержки в Китае, в Вашингтоне, в Пекине, в Москве. Да?
Может быть, еще нужно подумать сейчас о роли персидской карты, потому что после снятия экономических ограничений Иран будет играть большую роль в этом макрорегионе, а у него и культурные, и социальные, и экономические возможности для этого есть. Но пока это еще завтрашний день. Вот. Думается, что, может быть, сегодня как раз вот нашему евразийскому сообществу, это так размышление, было бы полезно активизировать эти межрегиональные связи, но возможности наши здесь ограничены, потому что называется, свою голову не вставишь. Если люди четко ориентированы там, на Штаты, на Пекин, то они на них и будут ориентированы.